Слава Украине! Привет всем от Полонского. Друзья мои, пока я, честно говоря, не могу понять, в какой роли выступают Соединенные Штаты в лице Трампа. И мне это непонятно, например, да, с чьей они стороны, кому они помогают, кого они ненавидят. Ладно, не будем о грустном. Евросоюз готовит 17-й и сразу 18-й пакет санкций. Я уже вам рассказывал о том, что 17-й пакет санкций это как бы регулярный очередной пакет санкций, который, не экстренный, сразу скажу, а тот, который готовился уже ой-ой-ой когда, и будет введен 20 мая. Ну вот, то-то. Сейчас будет введен, через 3 дня, да? 20 мая будет введен довольно серьезный пакет санкций, и вот в Евросоюзе рассказали, чего он будет касаться. Но они сказали, что поскольку Путин не идет на переговоры нормально, не хочет мира, то сразу же будет и экстренный пакет санкций, будет готовиться 18-й пакет санкций, который пока что не голосовался, он обсуждается и будет касаться очень интересных вещей. Так что пока что говорим о 17-м и перспективах 18-го, который будет. Итак, будет 4 разновидности санкций. Значит, за что? 4 санкционные списка. За войну в Украине это раз, за нарушение прав человека это 2, за гибридную войну это в отношении стран Европы, той же Азии и так далее, где путинские бандиты и террористы ведут гибридную войну. И за, плюс, конечно, дезинформация. И за применение химического оружия в Украине опять-таки. Вот за эти вещи будут санкции. Всего будет принято порядка 130 различных санкций, в том числе против российского военно-промышленного комплекса, против теневого флота и его пособников. Вот это важно, что пособники теневого флота, а также поставщиков из России, поставщиков для России санкционных товаров из третьих стран. А также распространители пропаганды и дезинформации. Ну, вот эти вот Симоняны, Шейнины, Киселевы, Соловьевы и вся остальная шушера. Дальше. Итак, что уже идет в 17-м пакете санкций, уже оговорено, и 20 числа будет введено в действие. Значит так, 75 новых физических и юридических лиц. Список узнаем 20 числа. 200 судов теневого флота. Таким образом, в санкционном списке Евросоюза появится теперь уже более 2500 лиц, а судов более 300 штук будет. Да. Дальше. Будут введены, за гибридную деятельность будут введены, это уже за второй вид санкций, будут введены секторальные санкции, а также индивидуальные санкции против 27 физических и юридических лиц в РФ. Но это не за Украину, а за ту гибридную войну, которую они ведут в Европе. За нарушение прав человека в санкционные списки будет внесено еще 28 физических и юридических лиц на России. Дальше планируются санкции за применение России химического оружия. Это отдельная ситуация, по ним еще будет объявлено отдельно. И готовится сейчас масштабный, это уже ургентный, так сказать, срочный пакет санкций за отказ России вот сейчас приостанавливать войну. Это 18-й пакет санкций, он сейчас готовится. Меры обсуждаются в Евросоюзе. Будут глобальные меры, там интересно, что будут ограничительные меры в отношении Северного потока 2, чтобы Трамп не смог договориться и не сделать вот такие вот, да, как они любят делать, подковерные какие-то дела с Россией и не договориться за спиной Евросоюза о использовании, о открытии нового Северного потока 2. Дополнение списка судов теневого флота, то есть кроме вот этих 300 танкеров, туда еще попадут танкера, а также дополнительные санкции в отношении финансового сектора Евросоюза. Вот тут интересно, кстати, Трамп и трамписты говорили о санкциях. Вот мы и посмотрим, как они будут поддерживать вот эти санкции, финансовые санкции. Потому что, допустим, торговлю в евро будет им ограничено. То есть сейчас там есть один, по-моему, или 2 банка, которые могут осуществлять сделки
в энергетике. Ну, это, судя по всему, будет прекращено. Вот. Посмотрим, как Штаты к этому подключатся. Посмотрим. Пока нет к этому комментариев. Дальше. Будет, по всей видимости, снижение потолка цен на нефть с 60 долларов ниже. Ну и правильно. И что сказали, что мы должны усиливать давление на президента Путина. Какой он президент? Неважно. До тех пор, пока он не будет готов к миру. Ну, возможно. Я вам скажу одно. Это все, что они готовят санкции, это все прекрасно. Но я бы хотел видеть не бла-бла, а 17-й пакет и такой, чтобы там цурки полетели. А 18-й, чтобы вообще и пух, и прах с него посыпалось, да, с этого плешивого этого. Вот, посмотрим, ребята. Ну, хорошо, что Европа хотя бы шевелится и что-то пытается сделать. Еще раз говорю, у меня сейчас огромные вопросы по поводу того, что будут делать Соединенные Штаты. Потому что из того, что я слышу сейчас от Трампа, ну как-то я не знаю. Оптимизма у меня не прибавляется от того, что я слышу из США. Хотелось бы очень сильно ошибаться.